Друзья, всем привет! Вы на канале Рецепты в гостях у Вани, и сегодня я хочу показать вам, как можно очень вкусно приготовить мясо на косточке. У меня сегодня баранина, но можно использовать, конечно же, и говядину, и свинину по этому методу. Мясо получается очень вкусно и ароматно. Здесь полкилограмма баранины на косточке, головка чеснока, розмарин, тимьян, конечно же, можно взять и сушеный, лавровый лист, немного изюма, сельдерей, морковь, лук, соль, перец по вкусу, а также картофель. Я сегодня буду готовить мясо в духовке, но, конечно же, можно приготовить и на плите в глубокой кастрюле с толстым дном. Отставляю мясо сейчас в сторону и займусь нарезкой овощей. Я уверен, вы оцените метод приготовления, потому что мясо получается, очень вкусное и нежное. Лук сейчас нарезаю крупными кусками. Овощи нужно нарезать крупными кусочками, потому что мясо будет томиться в духовке с овощами, они будут выделять свои ароматы. Я использую листики сельдерея, но можно использовать также и стебли. У меня то, что было дома, то и пойдет сегодня в рецепт. Овощи уже готовы, и сейчас быстренько подготовим мясо. Если мясо большими кусками, разрежьте на порционные куски. И добавляю немного подсолнечного масла. Добавляю соль, перец с обоих сторон. Я использую крупную соль и свежемолотый черный перец. Мясо для этого рецепта мариновать не нужно, мы сейчас отправимся на сковороду обжаривать его. И обратите внимание, я это делаю в глубокой емкости для того, чтобы собрать всю соль и перец. Подготавливаю мясо, все собрал специи, ничего не теряется. И сейчас на хорошо разогретой сковороде мы быстренько обжарим мясо. Масла добавлять слишком много не нужно, потому что уже есть немного на мясе. Сковорода должна быть действительно очень хорошо нагрета. И сейчас от себя выкладываю мясо, для того, чтобы масло не попало на руки. Сразу же должны услышать шипение, это значит, процесс уже запущен. Очень хорошо нужно подрумянить мясо и переворачивая его. От этого будет зависеть вкус блюда. И сейчас на сковороду отправляем тимьян, розмарин, чеснок и лавровый лист, чтобы они сейчас обжарились с мясом. Этот процесс нужно контролировать, и при необходимости можете переместить тимьян с розмарином сверху на мясо и следите за чесночком, чтобы он не подгорал. Не обязательно использовать баранину, вы можете заменить и на говядину, тоже вкусно получится. И когда мясо подрумянится, мы его снимаем со сковороды. Следите, чтобы чеснок не подгорал, его нужно только немного подрумянить. Вот так получается. И все снимаю полностью. И на эту же сковороду отправляю лук. При необходимости можете добавить немного масла. Вы сразу должны услышать шипение. Если немного пристало, ничего страшного, можете добавить немного вина, либо столовую ложку воды, но аккуратно. Я сегодня буду использовать обычную воду, но очень аккуратно, потому что много пара выделяется. Это я делаю для того, чтобы все собрать с дна сковороды, чтобы все вкусы перешли на овощи. Когда лук подрумянился, начинает выделять свои ароматы, я добавляю столовую ложку томатной пасты, потому что ее также нужно обжарить, для того, чтобы она открылась. Активно перемешиваю, слежу, чтобы томатная паста не подгорала, буквально 30 секунд, и добавляю морковь и сельдерей. Сильно долго их обжаривать не нужно, просто перемешиваю и добавляю воду. Кипяток для того, чтобы не остановить процесс приготовления. Добавляю еще 30 грамм изюма, он хорошо сочетается с бараниной. Довожу до кипения, еще могу добавить немного соли по вкусу. И теперь жидкостью заливаю мясо. Можно также мясо обратно сюда переложить, но я сегодня хочу приготовить с картофелем, из-за этого выбрал глубокую емкость. А сейчас я накрываю фольгой либо крышкой и отправляю на температуру 180 градусов на 1 час 20 минут. И через час 20 очень аккуратно снимаем фольгу, но будьте осторожны, я уже обжегся. Пока доставал из духовки. Конечно, лучше брать хорошие большие полотенца. Вот как это уже сейчас выглядит. Мясо уже очень становится нежным, ароматным. И сейчас я добавляю картофель. Почистил и разрезал пополам крупные картошины. Для этого блюда мне нравится, чтобы картофель был крупным. Он разварится, станет очень нежным и ароматным. Накрываю фольгой и отправляю в духовку еще на минут 40, до того момента, когда картофель станет очень мягким. Итак, наше блюдо мясное готово.
Мясо очень нежное, посмотрите, отходит от косточки. Картофель ароматный. Сейчас я сделаю быструю порцию и покажу, какая картошка у нас получилась вместе с мясом. Здесь такая ароматная подлива, друзья. Я люблю еще такое блюдо посыпать зеленью. Это на ваш вкус. Мне нравится кинза. Можно и петрушкой, а можно и укропом. Посмотрите в первую очередь, какой получается картофель. Он очень ароматный и нежный. Вот так вот придавливаю. Вот, подливом. Мясо, посмотрите, оно просто отходит от косточки. Его можно разделить на волокна. Ох, такая баранинка, друзья. Такое блюдо также можно приготовить и на костре, в казане. Рекомендую, проверьте такой метод. А я сейчас попробую мясо и скажу, как у меня сегодня получилось. Мясо просто нежнейшее и очень ароматное, друзья. Приготовьте по такому рецепту, используйте эти специи, обязательно добавьте изюм. А вы, друзья, подписывайтесь, кто не подписался. Я рад новым друзьям и гостям. Оставайтесь со мной, до скорых встреч. Пока!